Всем привет, меня зовут Светлана Титова и добро пожаловать на канал Сузонок. В этом видео я покажу, как сделать из полимерной глины чеширского кота из одной из игр. Он жутковатый, похож на зомби, но посмотрев это видео, вы сможете научиться делать работы, которые будут похожи на этого чеширского кота по своему телосложению и структуре. Костлявые, худые, демонические – все зависит от вашего выбора и фантазий. Для работы вам понадобится полимерная глина, акриловые краски, фольга, зубочистки или проволока и инструменты. Начинаем с головы, придаем ей немного треугольную форму и прикрепляем глину так, чтобы была видна улыбка. Теперь при помощи инструментов прорабатываем все детали. И намечаем зубы. Из маленького куска глины делаем нос. И не забываем про брови и глаза. Для того, чтобы уши были более реалистичными, их нужно сделать из тонкой-тонкой глины, склеить один из краев и очень аккуратно закрепить на голове. Затем тонкой иголкой или любой зубочисткой можно сделать шерсть. Вставьте в голову зубочистку, чтобы было легче крепить к телу. И затем сделайте тело из фольги. Для того, чтобы тело было более крепким, под фольгу лучше поместить проволоку. Теперь соедините все детали и облепите полимерной глиной. Если вам удобно, вы можете делать декор сразу.
Для того, чтобы сделать хвост, обязательно нужно иметь проволоку. Если сделать его без нее, то он быстро отвалится. А вот передние лапы можно делать без каркаса. Они плотно прилегают к телу и отвалиться не могут. После запекания работу можно красить. Я покрыла ее 4 слоями акриловой краски. Так как чешир из игры, то лучше держать перед глазами картинку или приостановить видео и повторять за мной. Для того, чтобы прокрасить все впадины и сделать скелет более объемным, можно использовать черную акриловую краску или пастель. Пастель подходит больше. Она полупрозрачная и похожа на тень. Самым последним шагом прокрасьте зубы. Десны также прорисовываются при помощи красной пастели. Теперь в ухо можно вставить серьгу, и работа готова. Если вам нравится творить так же, как и мне, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Если у вас есть работы, сделанные по моим мастер-классам, и вы хотите их показать, то пришлите их мне на почту. Адрес указан в описании под видео. Не забывайте про Инстаграм. А в следующем видео я покажу, как сделать классического чеширского кота, так что не пропустите. До скорой встречи!